Всем привет! Похвастаюсь своим новым приобретением. Вот такой компьютер MSI. Я их называю Shuttle, не знаю, правильно или это или нет. Это компьютер, совмещенный с музыкальным центром. Я был на Hackerspace, и у них есть стенд, где можно забрать бесплатно что-нибудь. И я давно мечтал о таком компьютере, и вот я забрал такой один. Там их было несколько. Очень прикольный корпус, железный, перед как музыкальный центр. Здесь есть как это, громкость есть. Здесь такой индикатор. Я поставлю картинку. Здесь у нас панелька, которая откидывается с портами. И здесь выезжает CD-ROM. Значит, я хочу туда встроить Raspberry Pi. Сейчас он у меня просто подключен к телевизору и валяется. Покажу тоже. Вот, валяется просто. Я искал для него корпус. И вот это было бы идеально. Единственное, я не знаю, насколько сложно вот все вот это подключить. Может быть, там простой интерфейс, например, как USB идет это. Или придется все вот это... В общем, я не знаю, насколько сложно вот это все будет сделать. Ладно, поехали. Ну и для начала мы его включим. Или включим. Так. Вот, у него загорается панелька. Есть кнопка включения. Но ничего не происходит. Он уходит в какую-то защиту или не знаю, что это. Так что он не рабочий. В принципе, ну, можно, конечно, попробовать починить, но у него уже устаревшая все плата. Только для прослушивания музыки, разве что. У него, кстати, есть инфракрасный порт, и к нему есть пульт, и, может быть, даже колонки. То есть это такой компьютер, музыкальный центр. В общем, давно хотел такое заиметь, даже искал, но вот мне повезло. О! Я, оказывается, нажимал не ту клавишу, и он завелся. Тут есть кнопка включения компьютера, вот эта нижняя часть. А здесь включение на... Что это включение? Вот это верхняя не работает, короче. Так, он уже открыт. Винтики потеряны. Так. Так, основной вентилятор не включается. Так что я не буду его надолго включать. И гудит вентилятор блока питания. Так, выключайся. Так, вот я разобрал все, что можно. Достал CD-ROM и жесткий диск. И вот это просто болталось там. Потому что вот здесь ушки должны быть, которые держат в плате. И вот детали тут какие-то валяются. Здесь должны быть крепления. Ну, крепления там можно напечатать, ну, вот так. Да, а вот провод, который идет на дисплей. То есть он идет на плату. Вот такой здоровый кабелюка. Тут
То есть тут просто так не подключишь этот дисплей. Это был какой-нибудь USB там, ха-ха. А процессор, короче, прикипел к алюминию, к хитсинку. Я никак не могу его даже тяжелой артиллерией не могу. В общем, не погнув пины, чтобы потом еще вставить. А вот вставить просто так нельзя. Надо вот отогнуть сначала рычаг, потом вставить, потом загнуть. А хитсинк мешает. Так, ну вот, это просто болтается, стоит сверху, отодрал процессор, блок питания, так, и, по-моему, этот не крутится. Так, сейчас что-то, ничего не горит, ничего не происходит. Я вот этот разъем отключил, сейчас подсоединю. Вот. Это, кстати, проблема у всех MSI, что вентилятор у них хуёвый. Да, это вот это. Я думал, блок питания тихий. А это вообще не крутится. Да, и хотел показать, какие у нас тут конденсаторы красивые. Пум-пум. Все надо перепаивать. Если кто хочет восстанавливать такую плату, все надо восстанавливать, перепаивать. Эти тоже, наверное, все надо менять. Та-да. Так, а вот, кстати, Raspberry Pi для сравнения размеров. Было бы еще прикольно отрезать вот так и корпус оставить только такой ширины, глубины, или как-нибудь так. Потому что у нас тут сзади, посмотрим. У нас тут комп, VGA, PC пополам, Ethernet, LPT. Это что? Телефон, тут есть модем. Это, наверное, может даже Wi-Fi. Тут еще какой-то TV сигнал или что-нибудь такое. Так, свет еще побольше. Достал свою коробку с вентиляторами. Вот, OnlyFans подписано. Айтишный юмор. Значит, вот у меня такой разъемчик похожий. Сейчас попробуем воткнуть. Загорится или нет. Так, ну и тест с монитором для полной диагностики включился. Запищал. И ничего. Он, кстати, даже не пикает, не подает каких-то сигналов. Так, монитор должен быть включен. Да, монитор включается. Компуктор нет. У меня, кстати, где-то была PCI-диагностика. Сейчас. Вот что надыбал. Это PCI-диагностик карт. Nokia Display. Кини китайской промышленности. Вот. Вставляется она в PCI-слот. Сейчас попробуем. Так, готово. Но дебаг кода. По-моему, там еще что-то должно наверху, какие-то питания проверяться или что-то такое. То есть, может, еще там и с блоком питания беда. В общем, я не знаю. Кто знает, пишите. Пока оставлю. Подожду пару дней. Может, кто что напишет умного. Может, кто пожалеет плату. Но я в Эстонии, знаете. А здесь он, по идее, должен как MP3 включаться, что ли, отдельно. В общем, я не помню уже. Кто знает, скажите. У меня, кстати, есть корпус для Raspberry Pi.
Вот такой. Единственное, что тут он не закроется, потому что тут установлен как это, шилд, и у него вот пины вот так, а здесь нету выреза под пины и не влазит. Хотя можно и попробовать и отпаять этот разъем. А еще я думал, вот в этот большой корпус можно засунуть жесткий диск. Вот у меня есть такой с USB выходом, ему надо питание. Он был вот в таком корпусе. Я его разобрал. У меня вот так валяется. Вот. Ну, пока все на сегодня. Спасибо за внимание. Жду ваших идей. Всем пока. Так, я тут изучил. Я думал, что можно отпаять, но на самом деле нет. Потому что он идет вот сквозь. Сейчас попробую чуть отодвинуть. Вот, видно, что идет отсюда пин сквозь этот. Здесь идет контакт, и вот просто он очень длинный. Так что можно сейчас просто взять кусачки и их покоцать. Так, вот, чуть-чуть надавлю. Видно, вот, он садится, вот. Так, и вот так. Пум. 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 Вот это. По одной. Так, потом надо собрать, чтобы не запинно. Та-да! Так, все. Главное, чтобы не туда. Ну вот. Вот и все. Так. Вот так, с напильничком чуть-чуть. Вот и все. Вот. Вот и все. Вот. Ну вот. Собрал в корпус. Все чики-пуки. Все красиво. Зазор есть. Вот теперь точно все.